Моря полны загадок и секретов. Пока обычные игроки бегают по засушливым степям или зеленому элвинскому лесу, где-то глубоко на дне таится что-то поистине загадочное и ужасное. Я решил сделать небольшой айсберг с интересными фактами о морях и водных обитателях в Варкрафте. Мы начнем наше погружение в глубины Варкрафта с мест, где светло и не так мрачно, и будем погружаться на самое дно, туда, где есть только тьма, смерть и зловещие создания. Начнем с верхушки и обсудим то, что скрыто не так уж и глубоко под водой. Кстати, кому интересны айсберги, рекомендую глянуть ролик коллеги по цеху под ником Planet of Warcraft с более общим айсбергом по игре. Итак, во время Второй войны, когда новосозданный флот орков встретился с великим флотом Култираса, было много потерь на море. Драконы стали неожиданным и очень неприятным сюрпризом. Многие обломки затонувших кораблей мы можем встретить на берегах бухты Бородина. Корабли Култираса были особенно активны в этой зоне. Из-за того, что орки получили мощь драконов, против которых флоту людей было сложно противостоять, потери были значительными. Самый примечательный флот, который мы можем увидеть в этой бухте, это так называемый Потерянный флот, или иногда именуемый как Третий флот. Командовал этой флотилией Дрейк Праудмур. Во время одного из сражений флот столкнулся с драконами клана Драконьей Пасти. Некоторые корабли мы можем найти на дне моря, другие выброшены на берег. Живых не осталось, а потери были катастрофическими. Всего в игре мы знаем 9 кораблей из этой флотилии, включая один, который когда-то принадлежал эльфам. На одном из кораблей мы можем даже увидеть призраков воинов Култираса, которые остались на много десятилетий скитаться по затопленным кораблям, не зная покоя. На других кораблях мы чаще будем встречать скелеты моряков. Немного реже мы сможем увидеть членов Третьего флота в виде андедов. В битве за Азерот ордынцы попытались на одном из затопленных кораблей отыскать маршала флотилии. Он впоследствии также был воскрешен как андед. В общем, бедным морякам, которые столкнулись с непреодолимым воздушным врагом, нет покоя даже после смерти. Раз уж мы заговорили за Култирас, стоит отметить самую дерзкую крепость людей. Крепость Тирагарда, которую игроки Орды могли помнить из начальных квестов Дуратара. Крепость была построена после того, как события Третьей войны вынудили старых врагов, орков и людей, установить шаткий союз против Пылающего легиона. Однако, Гранд-адмирал Култираса не верил оркам и желал их сокрушить. Поэтому он отправил свой флот к берегам Дуратара, чтобы возвести крепость, которая станет плацдармом для уничтожения орков в Калимдоре. Несмотря на то, что оркам удалось атаковать крепость и убить многих офицеров Култираса, крепость Тирагарда продолжала стоять. А королевство посылало подкрепление, чтобы сохранить это место как головную боль для Орды. Это укрепление сохраняло свое стратегическое значение еще много лет. В катаклизме после действий Смертокрыла крепость была сильно ослаблена, но не уничтожена. А в битве за Азерот уже Альянс попытался укрепить эти места. И несмотря на попытки Орды захватить это многострадальное место, люди по-прежнему сохраняют там свое присутствие, правда уже под другим флагом. Флот Култираса был величественным, но со стороны Орды можно найти кое-что не менее интересное – черепах. Орда использовала огромных черепах как транспортные средства. В некоторых случаях эти животные использовались как своеобразные подводные лодки. На берегах разных локаций мы можем отыскать их скелеты. На их панцирях находились разные пристройки. Насколько было практично использовать черепах в качестве своего оружия и кому в голову пришла такая гениальная идея, вопрос остается открытым. Но черепахам реально удалось внести свой вклад в уничтожение армии людей. Кстати, если приглядеться к старым картам Азерота, можно приметить, что там нарисована тонущая черепаха. Использовались боевые черепахи не только на море, но и на суше. На одном из старых концепт-артов Варкрафта можно найти черепаху, к панцирю которой был прикреплен здоровенный арбалет. Точность и практичность также вызывают вопросы, но безумные орки точно умели удивлять. Великое море не только место битв между Ордой и Альянсом, а и важный транспортный узел. Из немногочисленных источников нам известно, насколько оно большое и сколько героям требовалось потратить времени, чтобы его пересечь. Орде, когда они пытались отправить свои войска на новый континент, пришлось потратить недели на то, чтобы добраться до степей. А Артасу, чтобы с севера Лордерона добраться до ледяного Нардскола, довелось плыть в течение 3 недель.
Южные моря не так сильно задела Вторая война, зато они стали пристанищем для более бесчестных противников – пиратов. Пираты даже имели свой остров, который был отображен на старых картах по Warcraft RPG. На острове находилась их крепость, где было несколько сотен пиратов, а сами Южные моря должны были стать основой для одного из невышедших дополнений к Warcraft. Разработчики с большим энтузиазмом смотрели на такое себе пиратское дополнение. Однако из-за технических ограничений они были вынуждены отказаться от этой затеи и смотреть в сторону чего-то другого. Впоследствии вместо дополнения о Южных морях мы увидели Burning Crusade. Кстати, еще один интересный факт. Пиратство – это зло и один из самых серьезных проступков, которые можно совершить в королевстве Култирас. Как мы можем узнать от представителей Култираса, те, кто был замешан в пиратстве, будут при поимке казнены. Лотар-Лазал являлся некогда великим храмом эльфов, где они поклонялись Элуне. Во время войны древних постройка оказалась затопленной и разрушенной, а позже места этого храма заполонили чудовищные монстры. Королева Ашара до войны древних очень любила это место. Оттуда она с помощью своего великого скипетра меняла очертания целых озер и рек. А в округе обитала обширная фауна. Для своего развлечения она даже держала в храме одного заточенного морского гиганта. С помощью скипетра она заставляла его исполнять разные трюки. Многие эльфы с большим любопытством наблюдали за морским гигантом и с не меньшим любопытством изучали повадки этого таинственного создания. Сейчас это место нам известно как данж под названием Непроглядная пучина. От былого величия этого места не осталось и следа, зато полным-полно наг и морлоков. В призрачных землях мы можем найти одно зловещее озеро неподалеку от анклава странников. Из одного из заданий мы узнаем, что много лет назад тут произошла какая-то в кавычках трагическая случайность. Как итог, десятки невинных душ были убиты. Причины этой катастрофы были забыты в песках времени. А вот те, кто погиб, теперь скитаются по мелководью в виде призраков. Альтернативный Дренор тоже может похвастаться интересными мореплавателями. Каждый год под Хэллоуин игроки могут встретить таинственный костяной флот, состоящий из нескольких кораблей. Моряки на кораблях необычные. Это не орки и даже не огры. Это буквально скелеты. Согласно древним преданиям, на Тыквовин по всему континенту происходит загадочный выброс энергии, который привлекает разных диковинных существ. У истории этого флота нам известно мало, зато известны мотивы. Они хотят распространить свое проклятие на всех, кого они смогут встретить. Они поражены какой-то странной чумой, а флотилия устраивает налеты на мирные торговые корабли. Пока что их планы по уничтожению Дренора еще очень далеки от завершения. Еще один призрачный корабль мы можем встретить в Пандарии. Недалеко от вневременного острова игроки могли изредка увидеть ужасный корабль Вазувиус. Когда-то это был человеческий корабль, который позже стал кораблем отрекшихся. Однако позже, по неизвестным причинам, он вышел из-под контроля отрекшихся и теперь является враждебным как игрокам Орды, так и игрокам Альянса. Предположительно, моряки свихнулись на почве пиратства. Нам известно, что капитан корабля был как-то неудачно захоронен и попал под чужое влияние. Он будет периодически выкрикивать, что Южные моря принадлежат ему, и он будет вечно их грабить. Отлично. С тем, что происходит на воде или рядом с водой, мы уяснили. Теперь мы можем погрузиться на новый уровень, где все еще мрачнее. Давайте перенесемся по толщу воды, куда еще проникает свет. В течение нескольких дополнений игроки на небольшой глубине могли встретить загадочный глаз, напоминающий глаз древнего бога. Как правило, он находился рядом с местами затопления кораблей или золотых сокровищ. Глаз периодически дергается и поглядывает со стороны в сторону. Также рядом находятся зловещие щупальца, которые бурно извиваются. Подобное мы встречали в битве за Азерот и Драгонфлайте, но о истории этих глаз нам ничего не известно. Игроки предполагали, что это могла быть отсылка к ДНД компании Critical Role, где мелькало создание под названием Укатоа. Оно является полубогом, имеет мерзкие щупальца, на которых расположились многочисленные глаза, а также связано с особыми печатями и сокровищами. Однако это только предположение. Тем не менее, выглядит все это очень зловеще. Еще в Драгонфлайте мы могли найти ужасную рыбу. У нее острые зубы, фиолетовые глаза и уродливый вид. Мы могли ее встретить в Аберусе.
Появилось предположение, что эта рыба может быть связана с древними богами. По крайней мере, в одном из роликов от Blizzard мы могли видеть похожую зловещую рыбку с красными глазами, которая пыталась убедить королеву Ашару принять дар древних богов. В дополнении Зевар Визин на дне мы могли найти еще одну странную рыбку, которая говорила с нами с помощью телепатии. Она просила поместить ее в более безопасные воды, где она сможет чувствовать себя комфортнее и вернуться к своим сородичам. Поначалу она кажется абсолютно безобидной, но вскоре она рассказывает о мрачных верованиях ее вида, о реках крови, падающих с небес, о тьме, о том, что свету нет места в глубинах моря. Мы еще пару раз помогаем рыбке разобраться с врагами их морского народа, но вскоре она скрывает покровы. Когда игрок был в достатке использован как марионетка, рыба показывает свой истинный облик. Облик морского чудовища. Напоследок она сообщает, что если свет по какой-то причине проникнет на глубину, то они всех сокрушат. И лучше бы им с игроком больше никогда не встречаться вновь. Киты и китовые акулы поистине великие создания. Они огромные и кажутся безобидными. В старых концепт-артах гнева короля Лича мы могли наткнуться на китов-андедов, ставших, как и обитатели суши, жертвами чумы. Они имели полуразложившийся вид, их плоть была испорчена и давно сгнила. Глаза стали ярко-красными. К сожалению или к счастью, мы не встречаем их в игре, но зато мы понимаем, что даже в воде нельзя избежать влияния чумы. Одну из самых больших китовых акул мы могли встретить в катаклизме в 1000 игл, правда, во все так же мертвом состоянии. На дне локации мы видим огромный труп когда-то великого создания, вероятно, свой вклад внес смертокрыл, из-за действия которого 1000 игл была затоплена. Еще нам известно, что этой китовой акуле удалось затопить корабль, на котором находились множественные сокровища. Сокрытые и запретные моря уже почти 2 десятилетия вызывают интерес со стороны игроков. И Орда, и Альянс для своих путешествий по Азероту используют Великое море. Это банально удобнее и безопаснее. Мы практически ничего не знаем о путешествиях по обратную сторону Азерота. Из очень редких упоминаний в лоре мы знаем, что путешествия по ту сторону куда более опасны и смертельны. В Dragonflight разработчики дали нам парочку новых намеков на то, что же там находится. Появилась книга о неком ночном шквале, пирате с большими амбициями. Он побывал в Пандарии задолго до Орды или Альянса, он грабил сокровищницы Зандаларов и Култираса прямо у них под носом. Он совершал рейды на острова и поселения в южных морях. И даже смог исследовать недоступные для многих места. К сожалению, он мало что рассказал о том, что видел. Зато, когда он вернулся с плавания, его корабли были набиты сокровищами до отвала. В Зевар Визине впервые за долгие годы разработчики начали более основательно раскрывать историю обратной стороны Азерота. В квестах мы узнали, что пересечь обратную сторону очень сложно из-за штормов, а также разных монстров. Также, где-то там находится остров Авалорен, куда Один отправил несколько кораблей, чтобы выследить еретиков. Арати Тайносводье в свое время пытались отправить свою исследовательскую экспедицию в те моря, однако она была уничтожена из-за все тех же штормов. В общем, это место по-прежнему остается крайне опасным, и думаю, в ближайшее время мы будем узнавать о нем все больше и больше. В Назмире игроки могли встретить очень таинственного кракена. Он обитал недалеко от берега под небольшой толщей воды. К этому существу нельзя было приблизиться. Когда игрок к нему приближается, он тут же исчезает. Что оно такое, чего хочет, нам неизвестно. В Зевар Визине мы можем встретить не менее таинственную сущность – Стража. Он появляется, если немного отлететь от Тайносводья в зону, где начинается усталость. По имени Страж можно предположить, что-то должен охранять. Примечателен и маршрут, по которому ходит Страж. Если посмотреть на Вовхед, можно заметить, что маршрут его перемещения – это почти идеальный круг. По упоминаниям игроков, убить эту сущность не представляется возможным. Один игрок со своими приятелями попытались убить Стража, но после получаса сражения выяснилось, что процент здоровья моба опускается до минимума, но не достигает нуля. Назначение этого существа является загадкой. Теперь мы окунемся в самые зловещие уголки морей Варкрафта, куда свет проникает редко, а загадки требуют ответов, которых просто нет. Неизведанное море. Оно находится южнее Пандарии, хотя лучше сказать находилось. Во время беты Пандарии неизведанным морем называлось все, что южнее континента. Однако на релизе большую часть водной глади заменили на южные моря.
Остался лишь маленький кусочек, который, скорее всего, просто забыли убрать. Он туманен и пуст. Единственное, что разбавляет всю эту одинокую атмосферу, это странный одинокий корабль Орды. На нем нет экипажа, и он пуст. К сожалению, нам неведомо, что с ним случилось и что он забыл в неизведанном море. В глубинах Азерота находится множество огромных страшных существ. Самые опасные из них — это кальмароподобные кракены. Мы их много раз встречали в игре, однако лишь в ограниченных количествах. Азумат — известнейший представитель их рода, которого мы встречали в Катаклизме, как одного из антагонистов Вайшера. Несмотря на то, что героям Орды и Альянса удалось нанести по нему серьезный удар, Азумат выжил и скрылся. Скрылся в глубине. В последний раз мы его видели в Наджатаре. Он находился за водной стеной в недосягаемости игроков. Такие кальмароподобные кракены живут очень долго. Из игровых записок мы знаем, что они косвенно поспособствовали уничтожению империи Гурубаши. Из воды появился огромнейший кракен, который насылал большие волны на троллей. Он кричал, а его голос был словно гром. Он говорил: «Мы идем». Даже сильного и свирепого заклинания одного великого тролльского колдуна было недостаточно, чтобы хоть сколь-нибудь нанести по нему значимый урон. Зато это лишь его разозлило. Кракены обрушили всю мощь на джунгли, смывали все, что было на их пути. Многие тогда погибли. Существа эти столь древние, что застали величие древних богов и титанов. Живут они тысячелетиями, и думаю, мы не раз услышим о них в будущем. В эту же копилку можно добавить и этих морских обитателей. Их тела бронированы, имеют шипы, мощную пасть. Одного из этих кракенов заточила в тюрьму королева Ашара. В отличие от прошлых существ, эти чаще взаимодействуют с разными расами. В гневе короля Лича квалдиры, морские врайкулы, научились их призывать и насылать на корабли Орды и Альянса. Другой кракен стал объектом поклонения для клыкаров. Уачаноо нарекли морской богиней мудрости. Кракен по имени Манта описывается как огромное существо, которое в 10 раз больше и сильнее дракона. Его удалось чудом остановить задолго до открытия темного портала. Скрытень из глубин каким-то неведомым образом смог попасть в запределье и стал одним из боссов Змеиного святилища. Море расплавленного Этерия. Самое загадочное море. Настолько, что мы даже не знаем, где оно находится. Уже в течение многих лет с помощью диалогов или редких записок разработчики раскрывают историю незримой войны близкотронов. Из записок мы узнаем, что некоторое время назад близкотронов атаковала в глубоких пещерах под морем расплавленного Этерия неопределенная угроза. Тысячи близкотронов были мобилизированы, чтобы устранить эту угрозу, ставшую известной как IR-T0. Ни то, что это такое или какой вид имеет, нам неизвестно. Разве что описывается, что оно чудовищных размеров. А также то, что агентам IR-T0 удалось закрепиться в Азероте. Близкотроны намеревались скрывать, что идет война от обитателей Земли. Также из записок известно, что война была катастрофически разрушительной, а среди близкотронов начал распространяться вирус, который ломал их механизмы. Еще известно, что разные модели близкотронов будут атаковать или не атаковать другие модели. Близкотрон 5000 будет нападать на всех, а вот Близкотрон 6000 будет нейтрален к Близкотрону 4000, но будет атаковать всех остальных. Вполне возможно, что это связано с той самой незримой войной. Мурлоки давно полюбились игрокам, но этой замечательной расы есть злые сородичи – мургулы и глубоководные мурлоки. Они отличаются по виду и повадкам. Мургулы имеют более мутировавшие конечности и темную кожу. Они злобные и гораздо более агрессивнее своих сородичей. Стали они такими не по своей воле. Пылающий легион проклял их, что привело к их полной мутации. Они охотятся и поедают людей, атакуют корабли и убивают всех на борту. Более того, они даже нападают на себе подобных ради еды. В Warcraft RPG упоминалось, что мургулы любят объединяться и атаковать гнезда других мургулов. Если нет поблизости племен мургулов, им несложно атаковать племена мурлоков. Впрочем, то, что их проклял Пылающий легион, не мешало им подчиняться другим. Леди Вайши удалось поработить значительную часть расы, чтобы использовать их как рабочих или даже дешевую боевую единицу, которой легко можно пожертвовать. Глубоководные мурлоки также отличаются от обычных мурлоков. Их кожа, как правило, темного цвета, а с их головы прорастает светящийся нарост, который помогает им привлекать внимание своих жертв, так как в глубинах, где они находятся, как правило, практически нет солнечного света.
Это делает нарост хорошей приманкой. Зубы и когти таких мурлоков более острые и угрожающие. Море Зангара можно по праву назвать самым опасным морем Дренора. Оно находится между двумя полуостровами основного континента. В Запределье это место известно как Зангар-Топь, где обитает на удивление чересчур опасная дикая живность, огромные насекомые и ядовитые создания. Зангарское море известно своими грибами, которые периодически испускают споры и влияют на местную флору и фауну. Подводные грибы в Дреноре столь велики, что при желании и возможности на них бы мог разместиться целый лагерь. Кстати, в Запределье на одном из грибов действительно умельцы смогли соорудить целое поселение. Откуда вообще появились эти споры? Ответ кроется в одной древней войне с вечным цветением, когда на континенте обитали некие спорогребни. Они пожирали все, что было на их пути. Неважно, это были примитивные звери или более развитые существа. Их растущий голод требовал все больше биомассы. Однако в судьбу Дренора вмешались титаны, которые смогли остановить распространение вечного цветения и уничтожить спорогребни. На месте одного из них и образовалась грибковая заросль, которая с годами распространялась по морю и берегам. Под влиянием грибов флора и фауна обретала новый вид. В концепт-артах Дренора мы можем найти китов, которые были поражены грибками. Также мы в достатке встречали грибковых гигантов и прочих подобных существ. Грибы с помощью спор год за годом захватывают все больше земель. Есть некоторые основания полагать, что разработчики хотели больше раскрыть историю этого места, так как в релизной версии дополнения оно имеет очень второстепенную роль. Однако, из-за проблем во время создания Дренора, видимо, от планов пришлось отказаться. Ну что же, по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!